Радуюсь тому, что вы в зале, даже микрофон кланяется вам. А также мы хотим снова и снова вам напомнить, что ждем вас здесь каждый вечер, вплоть до 31 марта в 18:30. Каждый вечер раскрываем мы все новые и новые темы, и в ближайшие дни мы будем говорить как жить вечно. Ну а сегодня мы приглашаем вас настроиться на самое лучшее, на самое доброе и светлое. И приглашаем на эту сцену Татинечка Инну и Тупченко Алину. Встречайте! Я слышу музыку далекую небес, она слышна в гармонии творения. О, сколько на земле божественных чудес приводят в душу чувства восхищения. И странность мира, и любовь сердец, и гор могучих поднятые веки. Все говорит о том, что мой Творец в своей непостижимости великий. И пение птиц, И на полях роса, и шум ветров, и тихие рассветы, и детская невинная слеза, и ранние молитвы, и обеты, сырая мгла, и голос нежных губ, тепло весны, и радость в хлебе сущном, и лунный свет, и чистая лазурь. Все проповедует о Боге вездесущий. Над ширью реки красотой лесов возводит солнце в синем море неги. И я пою Создателю миров из глубины души отныне и вовеки. Вы привыкли, что каждый вечер мы начинаем с пения, а потом переходим к путешествию вместе с Филиппом Родионовым. И сегодня мы не меняем нашу традицию, я приглашаю на сцену Сергея Чалова и Филиппа Родионова. И их замечательная тема, которую они приготовили. Добрый вечер. Здравствуйте. I very much enjoyed the beautiful spring weather that Odessa has today. Но такая весенняя погода в Одессе мне очень нравится. It reminds me very much of the weather back home in Australia. Напоминает погоду, которая сейчас стоит в Австралии у нас дома. Now, speaking of Australia, I'd like to show you a map of where Australia is and some of the countries surrounding Australia. И раз уж я заговорил об Австралии, тогда хочу показать вам карту того региона, так, чтобы вы ориентировались, что там, где есть. Вот такой вот. All right. Actually, if we can just have the lights off on the stage, please. Если свет можно на сцене, Леш?
And so what we have выключить, если свет на сцене выключить нам. now, as far as Australia is concerned, the major city in Australia is Sydney, and that's about where it is on the map there. Но самый крупный город в Австралии, Сидней, он находится вот здесь, на побережье. Then many of you heard of the city of Melbourne as well, and it's another big city in Australia. Наверное, если вы слышали о Сиднее, то, наверное, слышали город Мельбурн, он вот здесь находится. So Melbourne's that area there. Then, where there's another city that's well known is Brisbane, and that's up in this area. И вот есть еще город такой крупный в Австралии, Брисбен, он вот здесь находится. Now, the city where both Eliezer and I live is actually just to the south of Brisbane. Спасибо большое. А вот мы с Элизером живем в городе неподалеку от Брисбена. And it's a city called the Gold Coast. Называется Gold Coast. And his family and my family, we actually live about 10 or 15 minutes drive away from each other. Ну, а мы живем рядом с ним, недалеко, 10 минут езды. Now, the question I would ask is this. Does anybody here know what the capital city of Australia is? Ну, а кто-нибудь знает столицу Австралии? Okay, yeah, look, I've heard a few people, they shouted out, Canberra. Несколько людей так знают, сказали, что Канберра. And I tell you what, you are very well informed. И знаете, это удивительно. Вы Because хорошо many people разбираетесь. many people actually think that it's either Sydney or Melbourne. Ну, большинство людей скажет Сидней там, или Мельбурн. Now, in actual fact, лучшем Sydney and случае. Melbourne are the two biggest cities. Да, конечно же, и эти два города крупнейшие. And when Australia was trying to choose a capital city, А когда Австралия пыталась выбрать себе столицу, neither Sydney or Melbourne wanted the other one to be the capital. ни тот, ни другой из этих городов не хотел уступить пальму первенства, чтобы другой стал. So they built a brand new city which was halfway between the two. Вот почему решили построить совершенно другой город, не вашим и не нашим, посредине, между ними. So it's about there. Вот здесь Канберра находится. Now, apart from Australia, of course, there's lots of different islands which are in the South Pacific. Ну и, конечно же, Австралия на материке, но и другие есть острова в Тихом океане, в основном. You've probably heard of islands like Fiji. Например, острова Фиджи, вы знаете, наверное. Samoa. Это Самоа. Now, of course, there's New Zealand as well, which is a big country, well, smaller than Australia, but it's quite large compared to other countries in the South Ну и Pacific. по сравнению с этими маленькими островными государствами Тихого океана, Новая Зеландия, крупное довольно-таки островное государство. Не такое большое, как Австралия, конечно. So that gives you some idea of the place, at least on a map, where I come from. Но теперь, по крайней мере, вот географически вы можете представить там, где мы живем, и вот что там вокруг есть. Now, tonight's topic is an interesting one. Сегодня интересная тема. That is religion just for the ignorant and weak? Называется религия. Кому она нужна? Может быть, только слабакам и невеждам. Now, this is a claim that critics have thrown against believers now for well over 100 years. Но вот уже сотню лет, да, а то и больше, критики вот именно в этом как бы обвиняют верующих. Now, how did all this begin? А с чего все началось? Well, in the 1800s, there was a German philosopher and anthropologist. В XIX веке жил в Германии философ, антрополог His name was Feuerbach. по имени Фейербах. And he developed various theories of religion and where it fitted into the anthropology. И вот он стал разрабатывать различные религиозные теории и пытался увязать их с антропологией. And this is a statement here which pretty much summarizes his position. И вот слова, которые, по сути, отражают точно его позицию по данному вопросу. Он говорит, человек есть начало, центр и конец религии. So very much he was arguing that religion is all about the person only. То есть его позиция, религия, это все человек, это все на человеке должно быть сосредоточено. So you can examine religion and try to explain it only with reference to the person and their own thoughts and experiences. Таким образом, и исследовать религию, и попытаться объяснить ее, возможно, только в связи с человеком, с его внутренним миром, с его эмоциями, чувствами.
Now, some years later, of course, there was a psychologist and psychoanalyst, Sigmund Freud. Ну и несколько лет после него уже жил известный психоаналитик, психолог Зигмунд Фрейд. Now, of course, he had a major impact on the study of psychology and had many theories. Который, конечно же, сделал серьезный вклад и оказал сильнейшее влияние на психоаналитику. Now, note what he says in reference to religion. Итак, давайте посмотрим, что он сказал в отношении религии. Религия – это иллюзия, черпающая свою силу в готовности приспосабливаться к нашим инстинктивным, импульсивным желаниям. So let's actually summarize the assumptions behind the views of these writers. Итак, что же стоит за взглядами этих писателей? Well, in both cases, they're arguing actually that God is not real. Но, по сути, они хотят сказать, они исходят из того, что Бог нереален. In actual fact, the whole of religion explained is simply in reference to a person, not with any objective outside reality. Что религия, она сосредоточена вся в человеке, она самом. И нельзя сказать, что она каким-то образом исходит из чего-то существующего вне нас. Now, if God is not real, А если Бог нереален, then то есть в реальности не существует, belief in God is irrational. то тогда и вера в Бога иррациональна. Now, if belief in God is irrational, Ну а если вера в Бога иррациональна, then only the ignorant and weak would find it helpful to believe in то God. тогда только невежественные люди, слабые, они могут какую-то силу, какую-то помощь обрести в религии. You notice the logic here. То есть здесь логика прослеживается. But, of course, it all starts with the assumption that God is not real. Но, конечно же, исходная посылка, она предполагает отсутствие Бога. Now, in actual fact, we've spoken about this whole issue earlier in our presentations. Но мы уже на программе говорили об этих вот воззрениях. Now, you remember how we spoke about the room or the box. То есть вы помните, мы говорили с вами, брали, например, наш зал или такой квадрат. And if we were looking for, say, for a set of keys somewhere in the room, we could find them. И мы говорили, что если мы знаем, есть в этом зале ключи и хотим найти их, то мы их найдем, если будем искать. But if there's a certain part of the room where we say we cannot go, Но если есть какая-то часть этого зала, куда мы говорим, а туда не ходите и там нельзя искать, then we can look as long and hard as we like, but of course we won't be able to find the keys. то тогда мы можем обыскать всю оставшуюся часть зала, но если ключи окажутся здесь, мы их никогда не найдем. Now, this is the issue here with Freud and Feuerbach. И вот этот вопрос как раз здесь присутствует, эта проблема существует, когда мы говорим о Фрейде и Фейербахе. Because if you're trying to discover the reason why people believe in God, Потому что если мы пытаемся найти причину, почему же люди верят в Бога, and if you then say God is not real or doesn't exist, и потом мы говорим, Бог не существует в реальности, then if he does exist, you're going to come up with some very wrong conclusions. то тогда, если он на самом деле существует, то заключения, к которым придем мы, будут абсолютно неверными. But let's go a little bit further into what Freud and Feuerbach have actually been saying. Но давайте пытаемся глубже понять, что же говорили Фрейд с Фейербахом. Well, as we've noted, the idea of God is an illusion, or in fact even a delusion. А мы говорили уже о том, что они, по их утверждению, идея Бога – это иллюзия, или более того, это даже обман. So what they're actually saying also is that God is a psychological projection. То есть они говорили, что Бог – это не что иное, как психологическая проекция. So what that really means is that we look at the attributes that we like and we pretend, or rather we project them onto some imaginary God that we have made up. Что это означает? Что мы пытаемся найти качества, человеческие качества, которые нам симпатичны, и мы пытаемся потом эти качества приписать или таким образом проецировать на Бога. And so you can see that this is something not based on any reality, but rather this is something that we wish was there.
То есть это вовсе не основано ни на какой реальности, а просто на нашем желании, чтобы так было. And this is the reason that it is argued people believe in God. И вот они утверждают, что вот почему, оказывается, люди верят в Бога. Because they make up a God with these attributes, and then they want to believe in Him. Потому что они создают Бога себе такого, они наделяют его такими характеристиками, и вот такого Бога они хотят верить и верят. Now, it was based on some of these discussions as well that there was a very prominent writer who influenced many people who came up with another statement. Но еще был такой известный автор, который, по сути, базировался то же самое на подобных постулатах. I'm sure everyone here has heard of Karl Marx. Позже появился немного, и о нем мы слышали наверняка, Карл Маркс. And he said that religion is the opiate of the people. И он сказал, что религия – это опиум для народа. And based on this kind of saying, many people came to the view, well, look, religion really wasn't for the seriously minded. И уже исходя из его слов, многие стали приходить к убеждению, что нет, религия – это не для серьезно настроенных людей. But rather it was out there to try to just make people deluded and maybe control people or do things that they really didn't feel that they should do. Она нужна для того, чтобы держать людей, может быть, в заблуждении, чтобы так подавлять их, каким-то образом контролировать. In actual fact, it was considered that then religion was a crutch for people for the weak. И стали говорить, что религия – это как костыль для слабых. And this is the question, is religion a crutch for the weak, or rather, is not believing in religion a crutch for people? Ну, и вот это действительно вопрос. Религия – это что, костыль для слабых? Или, может быть, отсутствие религии – вот это есть костыль Because для it's некоторых? interesting to note the words of Huxley. Потому что, посмотрите, интересно, что сказал Альдо Хаксли. Он сказал, что лично для меня философия бессмысленности была главным инструментом раскрепощения, как сексуального, так и политического. I think that's a very interesting statement. Интересные слова. Because he actually accepts or adopts meaninglessness. Дело в том, что он принимает, по сути, положение бессмысленности. But for a particular purpose. Но это делает он не просто так, а преследуя цель. Because he wanted it because of liberation and for being sexual and political. Ему нужна была бессмысленность, потому что он хотел свободы, как сексуальной, так и политической. Because I think what he was trying to do was to escape from the implications of belief in God. То есть с помощью этой философии он пытался уйти от тех последствий, к которым неизбежно пришел бы, если бы верил в то, что Бог есть. But what I want to do is to have a closer look at Freud and Feuerbach, and let's analyze the points that they're trying to make. Ну, давайте подробнее остановимся на воззрениях Фрейда и Фейербаха и проанализируем их. Well, in reference to their theory, we've got a problem right from the very beginning. Итак, говоря об их теории, здесь сразу же мы сталкиваемся с проблемой. And that is that it's a theory that cannot be proven. Это теория, которую невозможно доказать. Because all it's doing is speculating on why people believe certain things. Потому что это не что иное, как спекуляции о том, почему люди верят так, а не иначе. See, to say that God is an illusion or a delusion То есть, для того, чтобы сказать, что Бог – это иллюзия или это заблуждение, is simply trying to explain someone's psychological state. It's actually making reference to... это должна быть просто попытка описать психологическое состояние человека. So a psychologist can try to explain that, whereas to make the statement illusion or delusion is actually making a claim about the nature of reality and the universe. То есть психолог, конечно же, может сказать, что такое иллюзия, что такое заблуждение, говоря о психологическом состоянии ума пациента. Но описать то, что происходит вне человеческого разума, говорить о Боге, это уже выходит за рамки компетенции психолога. So to put it in other words, или другими словами так. To try to explain what's happening in someone's mind tells us nothing about what is happening in the rest of the universe. Если мы пытаемся описать то, что происходит в сознании какого-то человека, это вовсе ничего не говорит нам о том, что происходит вне его сознания.
The next problem is that it actually generalizes about all religions. Следующий момент, по сути, эти высказывания, они обобщают. Это обобщенные высказывания о всех религиях. Remember that the theory here is saying that humans project the attributes they like onto God. Вы помните, мы говорили о том, что это теории гласят, что люди проецируют те качества характера, которые им нравятся, на Бога. But the problem is there are many different religions around the world. Но ведь в мире существует множество религий. And many of them have gods that are very fearful and not the type of gods that have the attributes that we would actually like. И во многих религиях боги настолько жестокими представляются, настолько с отвратительными чертами характера, что, человеку некомфортно от такого Бога. Вряд ли он проецирует эти черты на своего Бога. So here again, their theory is inadequate. То есть, опять же, видите, эта теория, несостоятельность этой теории в этом. There's another issue too that is actually based on a logical fallacy. Здесь еще есть одна проблема, но она основана, опять же, на ложных логических выводах. Well, let's say that we can explain why somebody believes something. Скажем, мы в состоянии будем объяснить, почему человек верит в то, во что он верит. That doesn't actually disprove the belief. Но этим мы никоим образом не сможем показать несостоятельность веры этого человека. Let me give you an example. Например, Let's say that I have a very sore tooth. скажем, у меня сильно болит зуб. And I then wish that I could go and see a dentist to fix it. И мне бы хотелось, чтобы где-то был здесь недалеко зубной врач, чтобы он мне полечил зуб. Now, just because someone can explain why I want to see a dentist, Скажем, вы в состоянии объяснить, почему я хочу, чтобы был здесь зубной врач. that doesn't prove the dentist doesn't exist. Но разве это доказывает то, что зубного врача не существует? Let's apply this to God. Давайте то же самое теперь в отношении Бога. Let's say that someone can explain why I am wanting to believe in God. Скажем, кто-то в состоянии объяснить, почему я верю в Бога. Does that disprove the existence of God? Но разве это доказывает то, что Бога нет? No, of course not. Конечно же нет. And this is the problem, that there's actually a logical fallacy in the reasoning here of their argument. Мы видим, что люди, рассуждая так, они исходят из ложных логических выводов или посылок. The next issue is that it doesn't actually deal with the evidence for God's existence and for the truth claims of the Christian faith. Следующая проблема в том, что эти теории не учитывают доказательства существования Бога и христианских утверждений об истине. Now, this is something we've been speaking about for the last week. Мы об этом говорили уже с вами на наших встречах. We looked at strong evidences for why it's plausible, in fact, why an intelligent person can believe in God. Мы рассмотрели с вами серьезные доказательства, почему логичнее верить в Бога, почему сегодня современный человек скорее должен верить в Бога, чем не верить. We looked at some of the strong scientific and historical evidences for why belief in God is something that is rational. Мы приводили серьезные научные доводы, исторические данные, почему разумнее сегодня верить в Бога, чем нет. And what's more, we looked at the foundations in history of Jesus Christ and his resurrection. Мы с вами рассматривали основания, почему исторически, почему воскресение Христа, говорили, что воскресение Христа имеет серьезное историческое основание. And so as we examine then the theories of Freud and Feuerbach, we find they don't engage with any of this material at all. Ну, а мы видим, что в этих теориях Фейербаха и Фрейда, что они вовсе не затрагивают, не пытаются каким-то образом увязать вот эти данные с теми теориями, которые они создали. See, the truth of Christianity isn't determined by our psychological needs. Дело в том, что истина христианства, она никоим образом не определяется нашими психологическими нуждами. And I make that point again, that our psychology is very different to what is the nature of ultimate reality. И опять же, еще раз хочу подчеркнуть, что наша психология – это совсем не то же самое, что объективная реальность, окружающая нас, вне нас. Now, as we've considered all the evidence in the past week, Итак, мы с вами
рассмотрев все свидетельства на наших предыдущих встречах, and come to a conclusion that indeed God is real, that God exists, и придя к заключению, что Бог действительно существует, then if that is the case, then it is logical and reasonable to believe in God. то тогда получается, что логично будет, правильно верить в Бога. And if that's the case, then is religion just for the ignorant and weak? И если это действительно так, тогда снова мы спросим себя, так религия кому нужна? Слабакам и невеждам только? Well, no. Well, is it for the ignorant and weak? Well, of course it is. Конечно, нет, но нужна она слабым и невежественным? Of course it is. Конечно, нужна. But is it also relevant for the strong and educated? Но скажите, подходит она тоже для сильных и образованных или нет? Of course. Конечно. See, this is it. If God is real and exists, then this is relevant for everybody. Вот в том-то все дело. Если Бог действительно существует, тогда это необходимо каждому. And if that's the case, then all these criticisms are turned over and need to be swept away. И в этом случае вся эта критика должна быть просто-напросто отброшена, как несостоятельная. In actual fact, you know, there is a very good reason why God is relevant. И, по сути, мы знаем, почему именно Бог необходим, почему Он уместен в жизни человека. In actual fact, we know that a relationship with Jesus Christ can help us in our very real times of need. Мы знаем, что взаимоотношения тесные с Иисусом Христом, они в состоянии помочь нам в трудное время. And this is where religion and belief in God becomes especially purposeful for each person. И вот тогда-то религия, тогда-то вера в Бога, они приобретают особую значимость для человека, оказавшегося в сложной ситуации. In actual fact, what I want to do is to share 3 scriptures from you which demonstrate how this can make a very real difference in our lives. Я хотел привести 3 места из Писания, которые показывают, почему так важно для человека иметь веру в Бога, как она в состоянии помочь. Well, let's look at this passage in Isaiah 41. Давайте первое место посмотрим в книге Исаии 41. Бог говорит: «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Now, we know we live in a world where sometimes there are tragedies that happen and life can be very difficult. Ясно, что мы живем с вами в мире, в котором происходят трагедии, и жизнь бывает очень жестока. But what we're told here is don't fear, don't be dismayed. Но посмотрите слова, которые к нам обращены. «Не бойся, не смущайся». Why? Because I, your God, I can strengthen you. Почему? Да потому что я твой Бог, я тебя поддержу. I can help you as well. Я помогу тебе. So this is a promise which actually is relevant for every person. И вот это обещание, данное Богом, оно абсолютно необходимо каждому. I ask you, what hope does scientific materialism give for this question? Ну а скажите, чем может здесь помочь, что может здесь пообещать научный материализм? It can't. What Ничего. about Freud and Feuerbach? А Фрейд с Фейербахом? How can they help us? Они помогут? No, they're not going to help us either. Тоже не помогут. But belief in the creator God of the universe can help us immensely. А вот вера в Бога, Творца всей Вселенной, она еще как поможет нам. Now let's have a look at a passage here in Romans chapter 8. Давайте посмотрим следующее место, послание к Римлянам, 8 глава. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». So this tells us that if we believe in Jesus Christ and have a relationship with Him, То есть, если мы веруем во Христа, если мы строим с Ним отношения, then it doesn't matter what happens to us in this earth, we can never be separated from the love of God. тогда независимо от того, что бы с нами ни случилось в этой жизни, ничто не в состоянии отделить нас от любви Христа. Now, this is a sort of promise that can sustain us through all kinds of difficulties which we may have to go through in life. И вот такое обещание, данное Богом, оно, конечно же, может поддержать нас, когда мы переживаем трудный период в жизни.
And then let's look at our final passage И here in давайте 1 последнее Corinthians место мы 15. рассмотрим 1 Коринфянам 15. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Так благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. See, one of the final things in life is death. Наверное, последнее, с чем человек сталкивается в жизни, это смерть. Now, death is something that is very fearful for many people. И многие ее боятся. It's also something which is a very sad time for many people. И, конечно же, она приносит трагедию в жизнь многих. Because for many people, they believe that that is the last time they will see a loved one. Потому что многие так и верят, что это последний раз теперь они виделись с любимым человеком. See, in scientific materialism, death is the end. Итак, в научном материализме смерть – это конец. In Freud and Feuerbach's theories, there is also nothing beyond death. В теории Фрейда и Фейербаха то же самое. После смерти нет ничего. But here, the Bible tells us something completely different. Но Библия здесь говорит нам совершенно иное. It tells us that there is a victory over death. Она провозглашает, есть таки победа над смертью, That the sting is gone. что жало смерти исчезло. It tells us that the grave has been conquered. Здесь сказано, что могила, смерть побеждены. As we saw yesterday, when it comes to the resurrection, Как мы говорили с вами вчера о воскресении, that because of Jesus Christ has been raised from the dead, then all believers in him too will be resurrected. что поскольку воскрес из мертвых Христос, то все верующие в Него точно так же воскреснут. And because of this great fact, we can say very confidently that religion is not just for the ignorant and weak, И вот почему мы с уверенностью можем сказать, что религия нужна не только слабым и невежественным, but religion is relevant for every person who is on this earth. религия необходима каждому человеку. Thank you for your attention this evening, Спасибо вам за внимание. and I look forward to seeing you again tomorrow До night. встречи с вами завтра. Каждый год бабочки-данаиды, они возвращаются к месту, где начинается их путь. И ученые, исследуя этот вопрос, они задавались, как они узнают это место. Кто-то думал, что у них ориентация идет по Солнцу, кто-то думал, что по звездам. И вот однажды обнаружили, что у них есть свой внутренний компас, который помогает им ориентироваться в странах света. И благодаря этому внутреннему компасу они идут к тому месту, откуда начинается их путь, их жизненный путь. Когда вы приходите на наши встречи, вы прислушиваетесь к компасу, который Господь вложил в наше сердце, так что мы ищем Бога, мы хотим слышать Слово Его. И то, что вы сегодня здесь, то, что вы идете этим добрым путем, я благодарю вас за ваше доброе дело и за ваш вот этот внутренний компас, к которому вы прислушиваетесь. И поэтому на эту сцену я приглашаю Елизера Гонзалеса и Сергея Чалова. Еще одним. Добрый вечер. Спасибо большое. Well, I'm very happy to be with you again this evening. Ну что ж, я рад возможности снова повидаться с вами. I think it was 2 or 3 nights ago that I introduced you to my daughter Rebecca.
Я уже показывал вам свою дочь Ребекку, And previously I had introduced you to my wife Anna. а с самого начала показывал мою жену Анну Марию. Well, here are my beautiful ladies again. Вот они, See, I show you photos because I'm missing them. красавицы. And I can look at them and be happy. Вот я смотрю, что они радуются. Хорошо, мне тоже хорошо. But this evening I'd like to introduce you to my son Benjamin. Но сегодня очередь моего сына Бенджамина. And here is Benjamin. Вот он. And Benjamin is 12 years old. He's almost 13. Ему 12 лет или уже почти 13. And this morning I spoke with Benjamin on Skype. Сегодня утром я говорил с ним по скайпу. And I said, Benjamin, I'm going to show some photos of you. Я сказал, сегодня я хочу показать твои фотографии людям. But I don't tell my wife when I'm going to show photos of her because she doesn't like it. Но когда я показываю фотографии жены людям, то я ей не говорю, потому что она всегда не разрешает. But I want to introduce you to her. Но вот я думаю, все равно я познакомил, показал ее вам. But Benjamin чтобы вы знали. said, I want you to show them the photo with the round rock. Но Бенджамин сказал, ты им покажи, папа, фотографию, где я стою на камне круглом. You see, we went on holidays at the end of last year. The weather wasn't very nice, but there was a very interesting rock on the beach. Мы там куда-то ездили, на какой-то пляж в прошлом году. Погода была неважная, но вот нашли интересный камень. And here is Benjamin on the round rock. И вот стоит Бенджамин на вот таком круглом камне. It's not the best photo, but he wanted me to show it to you. Ну, не самая лучшая, конечно же, фотография, но он хотел, чтобы я показал вам. And then he said, I want you to show the people the photo of me jumping off the rock. И он сказал, и покажи тоже им, как я спрыгиваю с этого камня. And so here is the photo of Benjamin jumping off the rock. Вот как он спрыгивает с камня. Now, Benjamin likes playing football. Он любит в футбол играть. And he also is very good at a very strange sport that we play in Australia, which is called cricket. И хорошо играет в такой непонятную игру. В Австралии у нас играют ее крикет. I don't think you play it here in Ukraine. Тут в Украине, по-моему, не играет никто. And he's very good with his hands, not like his father. Ну и он хорошо делает всякие вещи, поделки, там всякие ремонты руками, в отличие от отца. So I don't buy tools for myself, I buy them for him. Поэтому, если я покупаю инструмент, то покупаю не себе, для него. And when I have something broken, I take it to him. Если что-то ломается, то я сразу же его зову. It is very good to have a good son like Benjamin. Хорошо, если сынок такой есть, как Бенджамину. Okay, well, let's have a look at our archaeological topic then for this afternoon, Ну this а evening. теперь давайте мы перейдем к нашей археологической части сегодняшней программы. Well, the Bible tells us that Jesus Christ was crucified. This was a very common form of execution. В Библии говорится о том, что Христос был распят, и это была общепринятая казнь в то время. And he had nails put in his hands and in his feet. Сказано, что ноги и руки его были пробиты гвоздями. The Romans crucified so many people that we have actually found many Roman nails. Настолько многих римляне распинали, что мы нашли множество гвоздей. Many of which we believed were used in crucifixions. Ну, по крайней мере, мы считаем, что это гвозди, которые применялись при распятии. Here are two examples. These are authentic Roman nails. Здесь вы видите два таких гвоздя. Это настоящие римские гвозди. You can see that they are square in shape. Вы видите, что они имеют квадратную форму. And they are between 12 and 15 centimeters long, typically. Обычно размером они были 12-15 сантиметров. But what I want to show you especially tonight is this very strange thing. Но сегодня мне бы хотелось вот этот необычный экспонат показать вам. Now, what this is from the skeleton that has been discovered in a tomb near Jerusalem of a man who was crucified. Этот экспонат был найден в могиле недалеко от Иерусалима. Этот человек был распят. Since we'll be talking about him, I can tell you that his name was John, which is what was on the inscription. Мы немного поговорим о нем. Его звали Иоанн, так гласит надпись на могиле. Now, what this is the ankle bones of the man. То есть здесь мы видим лодыжку, кость, там где лодыжка. This is the nail that is going through this way. This is the head of the nail, and this is the end. Гвоздь. Гвоздь – это шляпка справа и острие слева. Now, this is very interesting because the end of the nail is bent.
интересно, что конец гвоздя здесь изогнут. And that's the only reason why we have this, and we know that this man was crucified. И вот интересно, что это осталось так после того, как человек был распят. Because what happened in this case appears to be that the nail that nailed this foot went into a knot in the wood, a hard part of the wood. И что случилось здесь? Скорее всего, так произошло, что гвоздь попал в, как он называется, ну, в твердый, в сучок, да, в сучок попал, в твердую часть дерева, и изогнулся, и застрял там. And so they couldn't pull the nail out properly, so they left the nail in. Поэтому и вытянуть тоже не могли, и вот так оно все и осталось. And here, between the head of the nail and the foot is something very interesting. There are the remains of some wood, which you can see here. И здесь вы видите вот это деревяшка, она между шляпкой оказалась и между костью. And the reason why this wood was here, so that the man, in his struggles, would not pull the nail out of the cross, out of his foot. Вот этот деревянную, ну как бы фиксатор, он по сути служит для фиксации, для того, чтобы в агонии человек не выдернул гвоздь. So here is an anatomical reconstruction of what we are looking at. Ну а вот как уже реконструкция того, что произошло. And here you can see that the nail has gone in from the outside of the ankle towards the inside. Мы видим, что гвоздь был забит сбоку, он вошел в лодыжечную кость. This is different to what we usually see in pictures. И, конечно, вы понимаете, что обычно не так показывают нам на снимках или на фильмах. Because the nail has not gone in like this, Потому что вместо того, чтобы вбивать вот так вот, как показывают, but прямо, like this. здесь он вбит вот отсюда. The reason why this is so unique is because this is the only skeleton of a man who was crucified that archaeologists have ever found. Но в чем уникальность этого экспоната? Это единственный экспонат, который найден археологами распятого человека. Because only the worst criminals were crucified, and so their bodies were left to rot on and decay on the cross. Понятно, что распинали только самых злодейских преступников отъявленных, поэтому их тела или оставались там разлагаться и гнить на крестах, And then they were thrown to the dogs. или их снимали, бросали собакам. But this man, someone must have really cared for him because they buried him. Но, видать, у этого человека были друзья или родственники, которые попытались его похоронить. Another interesting thing about this skeleton is that we often think that crucifixion happened like this, and that the nails went in through the palm of the hand. Также интересно отметить, что обычно представляем мы так, что когда распинали, то гвоздь вбивали в ладонь. But in this skeleton, the skeleton of John, there were scratch marks along the inside of the bones on the wrist, near the hand. Но опять же, глядя, исследуя скелет этого Иоанна, заметили, что отметины, царапины, вот такие повреждения, они находятся вот здесь, в лучезапястной кости, наверное, называется. And we know that a nail through the palm of the hand would never hold a man up. Потому что мы знаем сейчас, что если бы гвоздь забивался в ладонь, то под весом тела оно бы порвалось и не удержалось тело бы. And in the movies and in pictures, the reason why they tie the hands to the cross is because if they didn't, the actors would fall off, and that would be dangerous. Но в фильмах привязывают, мы видим, что привязывают веревками к столбу. Это потому, что, ну, если просто так вот сделать, то актеры упадут. But the Romans didn't worry about that. They had nails. Но римляне об этом не переживали, что упадут, потому что прибивали гвоздями. So many historians believe that crucifixion was like this. Поэтому многие историки считают, что распятие вот именно так происходило. Now you might be asking, but doesn't the Bible say that he had his hands nailed? Но You might be asking. yeah, again, but we have hands, like we have one word for hand or arm. Well, you see, in the Greek that the Bible was written in, it is the same as in Russian.
The word in Greek, But that's not an issue here. I mean, when we read from the Bible, it's not an issue. You can tell. You have to explain a lot. oh, well, okay. The word means anything from the fingers to the shoulder. Ну, не знаю, тут просто если объяснять, то это будет больше запутает, чем прольет свет. Ну, я просто не вижу смысла объяснять то, что он говорит, потому что зачем? Okay, I'm making life difficult for you. Да. Okay. Усложняет мне жизнь. Нет проблема, не слушает. Пусть мне усложнит жизнь, я не хочу вам усложнять. Зачем это? Okay. So this discovery, То есть есть в Библии слова, что руки его будут пронзены, руки пронзены. Но мы понимаем, что рука это и эта рука, и эта рука. Также мы понимаем. Поэтому у нас нет здесь проблемы. Рочий переводчик. Okay. Да. Спасибо. Now this discovery doesn't prove or disprove the Bible. Итак, это открытие, оно не подтверждает достоверность Библии и не опровергает то, что в ней написано. But it is very important because it is the only discovery of a man who was crucified, the remains of a man who was crucified. Но, тем не менее, оно очень важно, потому что является единственным свидетельством того, как человек был когда-то распят. And I can promise you this. И вот что я могу вам пообещать. We will never discover the skeleton of Jesus Christ. Нам никогда не придется обнаружить скелет Иисуса Христа. Because he is risen. Потому что Он воскрес. And that is a wonderful thing. И это замечательно. Now I'll be back in a few minutes. Thank you very much. Ну что ж, сейчас я вернусь. Пока спасибо. Ну а сейчас настало время для того, чтобы еще раз насладиться замечательным пением. Я приглашаю на сцену Алину Тупчиенко и Вику Новицкую. Встречайте. Свет лучезарный, божественных истин, мир согревает тепло и, разливаясь потоком лучистым, солнце войдет в каждый дом. Все в этом мире тянется к свету, солнце всем светит одно. 1000 лет согревая планету, не угасает оно, не угасает оно. Ярко сияют и греют планету любви неземные лучи. Все в этом мире к этому свету тянется днем и в ночи. Все в этом мире тянется к свету, солнце всем светит одно. 1000 лет согревая планету, не угасает оно, не угасает оно. Все в этом мире тянется к свету.
всем светит одно. Тысячи лет согревая планету, не угасает оно, не угасает оно. Все в этом мире Будут перемены в жизни каждого из нас, в наших семьях, в наших домах, и открывать самые светлые горизонты. Ну а сейчас я приглашаю Сергея Чалова и Элизера Гонзалеса. John переводчик. Good. Well, we live in an age, my friends, where everybody wants to be free of everything. Ну что ж, мы живем с вами во время, которое всем хочется свободы. We want to be free of disease. Мы хотим свободу от заболеваний. And modern medicine has certainly put us, many of us, in a position where we don't get some of the diseases that our ancestors got. И современная медицина действительно помогла нам освободиться от многих болезней, которыми страдали люди в прошлом. We want to be free of work, and we call it financial freedom. Мы хотим освободиться от работы, называем это материальной свободой. We put our money in investment schemes and different plans. Мы вкладываем деньги в какие-то финансовые пирамиды, в какие-то планы далеко идущие. And sometimes, we lose a lot of it. Но да, тогда мы много теряем тоже. Well, we want to be free of the limitations of space and travel wherever we want to go. Мы хотим освободиться от ограничений пространства, хотим передвигаться куда только заблагорассудится. You know, my grandparents lived and died in the same village in Spain all their lives. Вы знаете, мои бабушка с дедушкой всю жизнь прожили и умерли в одной деревеньке в Испании. But look, I have come from the other side of the world to be with you. Но вот смотрите, я приехал с другого конца света сюда. So this kind of freedom is a good freedom. Поэтому вот такая свобода, конечно же, это хорошая свобода. But people want to be free of society's rules. Но людям хочется также свободы от правил общественных. And in many different ways, people protest. И люди протестуют против вот этих общественных правил каких-то разными способами. But freedom is a good thing, really. Но свобода – это хорошая вещь. And many will remember that in previous times, freedom was restricted in many ways. И многие из нас помнят, как в недалеком прошлом свобода всяческими способами ущемлялась. But the reality is that very few people know what freedom really is. Но дело в том, что совсем немногие знают, в чем же суть свободы. So today we are going to see what the Bible teaches us about what freedom really is. Так, сегодня мы посмотрим, что же Библия говорит о том, что такое свобода. Let us have a look at what Romans tells us. Давайте посмотрим, что говорится в послании к римлянам. Итак, закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Now it tells us here that the law is holy, just and good. Так, закон свят, праведен и добр. And you might be thinking, this is strange. He was talking about freedom, and now he's talking about the law. И вы скажете, непонятно, только что говорил о свободе, и тут на тебе закон. But I say this because we commonly think that freedom means not having any law. Но я говорю об этом, потому что обычно мы так считаем, что свобода – это значит отсутствие каких-либо законов. But this is not what the Bible teaches at all. Но Библия учит совершенно иному. In fact, have a look at Proverbs. Давайте посмотрим книгу притчи. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен».
Well, God is telling us here that the law is good because it restrains people. Итак, Библия говорит здесь, что закон хорош, потому что он ограждает людей. And that when people keep the law, there is happiness. Когда люди соблюдают закон, они счастливы. Let me give you a good example of what this means. Давайте рассмотрим пример этого. I have traveled to many continents, many places in the world, where the traffic is terrible. Вы знаете, я был во многих странах, даже континентах разных, и есть места, где вот движение автомобильное, движение на дорогах просто ужас какое. This is India, Это в Индии, например. but it is similar in China Но точно так же дела обстоят в Китае, and in many parts of South America. во многих странах Южной Америки. It seems in these places that there are no traffic laws, and if there are laws, nobody has ever heard of them. Создается впечатление, что здесь вообще нет никаких правил дорожного движения, а если есть, то никто их не соблюдает. Well, when I was in Dubai, the government put an official notice in my hotel room. Но в Дубае, когда я там был, в гостинице, там было специальное оповещение. It was a friendly notice. It said, Официальное. "Welcome to Dubai." Ну, хоть официальное было, но таки в добром духе написано: приветствовали, добро пожаловать в Дубай. Please beware of the drivers in Dubai because the local people drive as if they are playing a computer game. Но будьте осторожны, когда вы ходите на улицу, потому что местные водители ведут себя так, как будто играют, как будто это компьютерная игра. This is true. This was the official government warning. И действительно, вот это было официальное правительственное предупреждение в гостинице. But India is a very interesting place. Но, наверное, интереснее всего в Индии. In India, we see sometimes one person on a motorcycle without a helmet. Мы часто можно в Индии увидеть одного человека едет на мотоцикле. And we see normally also two people on a motorcycle. Часто можно увидеть двоих на мотоцикле. 3 people. Можно троих увидеть. 4 people on a motorcycle. Четверых можно на мотоцикле увидеть. It is not unusual to see 5 people on a motorcycle. Но обычное дело, когда можно и пятерых увидеть на мотоцикле. Look, the father really cares about his children. He is wearing the helmet. То есть, видите, заботливый отец, он беспокоится о детях, сам надел шлем. It is not unusual in India to see 5 people on a motorcycle. Но в Индии обычное дело, когда на мотоцикле вы увидите и 6 человек. Oh, that's 6. Yeah, I see. Yeah. I was lost count. It's not unusual to see in India even 7 people on a motorcycle, including the dog. И вы знаете, обычное дело будет в Индии увидеть даже 7 на мотоцикле, включая собаку. And in India you also see 7 people on a motorcycle without the dog. Но в Индии можно, это обычное дело, увидеть 7 на мотоцикле без собаки. And even 8 people. И даже 8. Personally, I saw 5 people. Но я лично видел только 5. India is a very interesting place for taking photos. Индия интересное место. Ну, интересные снимки можно сделать там. Now, I was traveling with a local Indian friend, and I asked my Indian friend, why are there so many people on the motorcycles? И вот однажды я ехал с индийцем одним, я спрашиваю, интересно, вот как так получается, что так много людей на мотоциклах? And he looked at me in a strange way, and he said, well, people have to travel. Он так посмотрел на меня, странный вопрос, ну как, людям ехать надо? And I said, but it's very dangerous. Я говорю, ну ведь это опасно очень. Isn't there not a law that limits the number of people on motorcycles? Что нет у вас такого закона, чтобы ограничивал бы количество людей на мотоцикле? Does not the law say they should wear a helmet? Что нет в такого законе написано, чтобы в шлемах ездили? And he said, oh yes, we know about those laws. А он говорит, нет, это есть, мы знаем это. But we treat them like suggestions. Но мы это все принимаем как советы просто. Well, you see, the point is here that the road rules are made to keep us safe and happy. Но что я хочу сказать этим? То, что законы издаются для того, чтобы обеспечить нашу безопасность, обеспечить нам счастливую жизнь. Because who can be happy with a broken head? Потому что, ну что, сломал себе шею, что, счастлив будешь? I mean, think about it, my friends. Would you like to live in a country where there were no laws? Ну, а вам бы хотелось жить в такой стране, в которой вообще нет законов? Where anyone can come into your house
and take your wife, чтобы каждый мог зайти к вам домой и увести с собой жену. or kill your husband, Или убить мужа. or take your goods. Или забрать ваше имущество. But there's no penalty because there are no laws. Но и это будет нормально, потому что закона, запрещающего это, не существует. I think you would do what I would do, and that is to immigrate quickly to another country. Я думаю, если бы мы оказались в такой стране, мы, наверное, быстро из нее эмигрировали. Because you see, you are only truly free when you are safe. Потому что человек только тогда по-настоящему свободен, когда он находится в безопасности. And good governments make good laws when they ensure our liberty and not take away our liberty. И хорошее правительство издает хорошие законы, которые обеспечивают нам безопасность и таким образом дают свободу. And if God has a government which has a purpose for us to be happy, then He too must have a law. Если у Бога есть свое правительство, цель которого обеспечить нам счастье, то тогда, конечно же, и у него должен быть закон. And He does, and He calls it His law of liberty. И он есть у него. Этот закон он называет законом свободы. Look at what James writes here. Давайте посмотрим, что пишет Иаков. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Not only does it tell us here that God's law is a law of liberty, but it also tells us that it is the law by which every one of us will be judged. Так вы видите, что не только здесь говорится, что это закон свободы, но говорится также, что по этому закону все мы будем судимы. So this law is not something that we should ignore or dismiss. It is important to everyone who has ever lived. Вот почему этот закон не такой закон, который можно игнорировать или отбросить. Так или иначе, нам всем придется с ним столкнуться. So I would like us to examine this law and ask a question. Давайте поэтому этот закон разберем и спросим себя. And the question is it a good law? Хорош этот закон или нет? On what principle is this law based? На каком принципе он основан? Have a look at Romans chapter 13. Давайте посмотрим Римлянам 13 глава. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Now, I don't know of any country which has a law that is based on love. Я не знаю такой страны, в которой были бы законы, которые основывались бы на любви. But I would say that if there is a law that is based on love, then it must be a good law. Но если такая вещь существует, закон, основанный на любви, то я понимаю так, что это должен быть хороший закон. And God's law is based on love. А вот Божий закон как раз-то и основан на любви. In fact, did you know that the law of God, the Ten Commandments, is the only part of the Bible that was written with God's own finger? А вы знаете, что закон Божий – это единственная в Библии часть, которую Бог написал сам своим перстом. Almost all of the Bible, of course, was written by inspired prophets who were inspired by God in their minds so that they knew what to write. Вся Библия была написана людьми, которые находились под вдохновением, под руководством Святого Духа, и они понимали, что писать. But the Ten Commandments were originally written personally by God. Но 10 заповедей были изначально написаны самим Богом. Now, and the Bible is clear also that this law of God was revealed to all of the patriarchs. Этот закон Божий, он был открыт всем патриархам. It tells us that Noah knew this law. Например, мы знаем, что Ной знал этот закон. It tells us that Abraham knew this law. Авраам знал этот закон. And of course, Noah and Abraham lived hundreds and hundreds of years before the first Jew. Но и тот, и другой жили за сотни и сотни лет до появления первых евреев. And they lived hundreds and hundreds of years, of course, before Sinai. И, конечно же, они жили за сотни и сотни лет до Синая. So I'm not talking about a Jewish law. Поэтому я не говорю вам о еврейском законе. I'm talking about God's law. Я говорю о законе Божьем. So
Let us have a look now at this law that God wrote with his own finger. Итак, давайте ближе познакомимся с этим законом, который Бог написал собственным перстом. And which he calls holy, just and good. И законом, который Он называет святым, добрым и праведным. But first let us see where it tells us that he wrote it with his own finger. Но давайте посмотрим вначале то место, где сказано, что Он написал такие его собственным перстом. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Now what I'd like us to do is to have a look now at exactly what that law says. А теперь мы посмотрим, что же в этом законе говорится. And we'll have a look at the first 3 commandments. Первые 3 заповеди в начале. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». So here we find the first 3 commandments. Итак, это первые 3 заповеди. You shall have no other gods before me. «Да не будет у тебя иных богов перед лицом моим». You shall not make for yourself a carved image to worship it. «Не делай себе изображения никакого и не поклоняйся ему». You shall not take the name of the Lord your God in vain. «И не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». What are these things? Что это такое? These are the principles that God has revealed to us about how He wants us to show love to Him. Это данные нам Богом принципы, которые говорят нам о том, как нам проявить свою любовь к Богу. Because this is a law that is based on love. It is about showing love. Ведь это закон, основанный на любви. Это любовь в его основании. Now let's have a look at the 4th commandment. Этим мы показываем любовь. Теперь 4-я заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а день 7 – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня, ни вол, ни осел, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Поэтому-то и благословил Господь день субботний и осветил его». Now you can see here that this commandment mentions both God and also humanity. Обратите внимание, что в этой заповеди говорится и о Боге, и о человеке тоже. Because it has to do with how God wants us to have loving relationships with Him and with others. Эта заповедь уже говорит о том, как Бог хочет, чтобы мы строили взаимоотношения любви с Ним и с другими людьми. Now let us have a look at the last 6 commandments. Теперь давайте посмотрим на оставшиеся 6 заповедей. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни, ни вола, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». So here are the 10 commandments. Это и есть 10 заповедей. And they are the foundation of God's government on earth. Итак, на них основывается Божье правление на земле. And really they are the foundation of all good government. И, по сути, они лежат в основании любого хорошего правления. Now it just makes common sense, doesn't it? Ну, и это просто логично. Ведь Do you think that we would have a better society if husbands were faithful to their wives? И как вы думаете, лучше у нас будет общество, если мужья будут верны женам? If people didn't steal, Если люди перестанут воровать? if people always spoke the truth, Если люди всегда будут говорить правду друг другу? if we rested more, Если бы мы больше отдыхали? this is the kind of society I want to live in. Не знаю, мне бы в таком обществе хотелось жить. Now it is interesting that some Christians today say that these 10 commandments have been abolished or that they have been changed. Но есть христиане сегодня, которые говорят, что 10 заповедей, они не нужны, их отменили или изменили их. And they say, well, we have love, so we do not need the law. И они говорят, у нас любовь есть, зачем нам закон?
Well, how can the love and law be against each other when love is the great principle that underpins God's law? Ну а как любовь и закон могут противоречить друг другу, если любовь является основой всего этого закона? Or they say, the Spirit of God has revealed it to me, that we don't have to keep the commandments. Или некоторые говорят, а Дух Святой открыл мне, что уже не нужно мне соблюдать заповеди Божьи. And I would ask you then, how can the Spirit of God say such thing when God wrote the Bible through His Spirit and the Bible tells us something completely different? Но как может Дух Божий говорить нечто подобное, что противоречит тому, что здесь написано в Библии, книге, которую вдохновил тот же самый Дух Божий? Is God confused? Что Бог сам запутался, что нужно делать и говорить? No, I think we are sometimes confused. Нет, мне кажется, что мы иногда перепутали все. Or sometimes people say, no, the Ten Commandments have been changed or they have been abolished because my church tells me so. Иногда люди говорят, заповеди отменены, или их уже не нужно соблюдать, потому что так учит моя церковь. Well, that is an interesting thing to say. Это, конечно же, интересная мысль. Because, of course, Christians must follow the teachings of Christ. Потому что, вообще-то, христиане должны следовать учению Христа. That is why Christians are called Christians, because they follow the teachings of the greatest teacher of all. Поэтому христиан и называют христиане, потому что они следуют учению величайшего учителя. So we must pay close attention to what Jesus taught. Поэтому нам необходимо главное внимание уделять тому, что говорит Христос. And it is interesting that these ideas are not new. И вы знаете, вот эти идеи не новы. Because when Jesus was teaching here on earth, some people thought that he had come to change or to abolish the commandments. Потому что когда Иисус учил людей на земле, то некоторые тоже думали, что Он пришел изменить или отменить заповедь. And look how Jesus answered them. Вот посмотрите, как Иисус отвечал таким людям. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, пока не исчезнет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не исчезнет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Now this is the clear word of Jesus Christ, the greatest teacher of truth. Это ясные слова Иисуса Христа, величайшего учителя истины. And he tells us that he did not change. He did not come to change or to abolish his law. И Он говорит нам, что Он пришел не для того, чтобы изменить закон или нарушить его. In fact, that his law would exist while there are heavens and while there is earth. Он говорит, что закон этот будет существовать, пока над головой у нас есть небо, а под ногами земля. And, it is very interesting that it is a fact that all the major great Christian traditions actually agree on this point. И вы знаете, основные традиционные религии мира, они согласны с этим. And they agree that the Ten Commandments have not been abolished, but they are valid for this day and for us. Они признают, что 10 заповедей вовсе не отменены, что они и сегодня по-прежнему нам нужны. To show you what I mean, when I was in Odessa 2 years ago, I visited some lovely churches. Позвольте приведу пример. Я 2 года тому назад, когда был в Одессе, я посетил некоторые церкви. You have some beautiful churches in your city. Здесь вообще есть замечательные церкви в городе. And I visited a Roman Catholic church. Я, в частности, пошел в католическую церковь. And near the altar there was some statues. И там возле алтаря были статуи. And look what the statue was of. И вот смотрите, что в руках держит этот человек. The Ten Commandments. Это 10 заповедей. Last year I visited Dikanka. В прошлом году я был в Диканьке. And there was a very kind priest in the Orthodox church there. И там, в православной церкви, тоже был очень хорошо расположенный священник. And I enjoy visiting churches, so we visited that church and we spoke with the priest. И поскольку мне нравится ходить в церкви, то мы пошли в эту церковь, и такой дружелюбный священник, я поговорил с ним. And he was very kind, and he allowed me to take some photographs, which usually you cannot do in И он Orthodox churches. разрешил мне сделать несколько снимков, что обычно не разрешают делать в православных церквах.
And I made photos of the beautiful paintings. И я сфотографировал там мозаику или там роспись, какая была. But I won't show you those now. I want to show you this, which I found on the wall. Но то я не покажу вам, а покажу, что я сфотографировал на стене было. And what this is, it's the Ten Commandments. Вы видите, это 10 заповедей закона Божьего. Now, I would like to read now from the Catechism of Saint Philaret of Moscow, of the Orthodox Catholic Church. А сейчас мне бы хотелось прочитать вам выдержку из пространного катехизиса, составленного митрополитом Московским Филаретом. Это православная церковь. There's two sections from this catechism. И здесь есть две выдержки, мы посмотрим. Вопрос, следует ли нам поступать по этим заповедям, если даны они другому, то есть израильскому народу? И ответ. Заповеди эти даны народу израильскому, но и нам следует поступать по ним, потому что в сущности они есть тот же закон, который, по словам апостола Павла, написан в сердцах у всех людей, чтобы все поступали по нему. Now, both Jesus Christ and Paul taught... Oh, there is another section. И еще один вопрос. Учил ли Иисус Христос поступать по 10 заповедям? Господь Иисус Христос наставлял для приобретения вечной жизни хранить заповеди, учил понимать и исполнять их более совершенно, чем до Него их понимали. Now, both Jesus Christ and Paul taught that the law is spiritual. И Христос, и апостол Павел говорили о том, что закон духовен. In other words, the law is not to be kept according to the letter, but according to the Spirit. Другими словами, закон необходимо соблюдать не по букве, но по духу. And what is the Spirit that is the foundation of the law of God? We have mentioned it already. А что это за дух, который является основой Божьего закона? Мы уже говорили об этом. It is love. Это любовь. And this is how the law is to be kept. И вот так этот закон и должен соблюдаться. Because of this, Jesus taught, you have heard it said, thou shalt not kill. И вот почему Иисус учил, вы слышали, что сказано, не убивай. But I say to you that if you have looked upon a man with anger in your heart, you have committed murder. А я говорю вам, что если вы смотрите на человека с гневом, то вы уже убийца. Jesus said, you have heard it said, thou shalt not commit adultery. Иисус говорит, вы слышали, что сказано, не прелюбодействуй. But I say to you that if you have looked at a woman with lust in your heart, you have broken that law. Но я говорю вам, что если вы смотрите на женщину с вожделением, то вы уже прелюбодействовали в сердце. So you see, the law is spiritual and it condemns us all as sinners. То есть вы видите, что закон действительно духовен, и он всех нас объявляет грешниками. And for this reason, Paul tells us what is one of the most important reasons for the law. И вот почему апостол Павел говорит, в чем заключается важное предназначение закона. Он говорит, что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Now I think that we all have mirrors in our bathroom. Is that true? Я думаю, у всех у вас есть в ванной зеркало. Can I see the hands if you have a mirror in your bathroom? Есть у всех в ванной зеркало? Oh, good, good. So you will understand the illustration. Тогда вы наверняка поймете иллюстрацию мою. Why do you think that before I came here, I went to the bathroom and looked at myself in the mirror? Как вы думаете, зачем перед тем, как сюда выехать, я в ванную зашел, посмотрелся в зеркало? So that I would know if I was clean or not. Чтобы посмотреть, нет ли чего-то, все ли нормально. And so that you wouldn't think that we have very strange customs in Australia. Чтобы вам не показалось, что австралийцы это странные люди. So we look into the mirror and we see if there is dirt on our face. То есть мы смотрим в зеркало, смотрим, все ли там нормально на лице, на одежде. So that we know whether we need to be cleaned or not. То есть мы понимаем, может быть, нужно умыться, может быть, нужно убрать, где-то запачкались. And this is exactly the purpose of God's law. И в этом же заключается и цель закона Божьего. Because the law shows us our sin. Закон нам указывает на грех в жизни. It shows us where we are dirty. Он показывает нам, где мы запачкались. And it tells us that we need to get the soap. Он говорит нам о том, что нужно мыло взять, Now, and that we need to be cleaned. чтобы почиститься. It tells us that we need Jesus.
То есть он говорит нам о том, что нам нужен Христос. Now this is where many people make a mistake. И вот здесь-то многие ошибаются, Because they think that the law is what makes them clean. потому что они думают, что это закон может их очистить, That the commandments can save them. что заповедь может их спасти. The law only tells you that you need Jesus. Но закон говорит нам только одно: тебе нужен Христос. And then Jesus is the only one who can clean you. И только Христос может очистить тебя. You don't rub your face with a mirror, do you? Ведь мы же не чистимся зеркалом по лицу. You clean yourself with the soap, which is Jesus Christ. Мы берем воду, мы берем мыло, и это мыло Христос. But the law is also, as we've said, an expression of the principles of love of God's government. И мы говорили о том, что закон – это выражение правления любви Божьего. And when we keep the law with Jesus in our hearts, we are living the life that Jesus wants us to live. И когда мы соблюдаем закон, имея Христа в сердце, то мы тогда живем так, как хочет этого Христос. And Jesus himself has said, И сам Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». now, we have seen that the Bible calls the Ten Commandments the law of freedom. Так, мы говорили о том, что Библия называет закон 10 заповедей законом свободы. God calls all of us to freedom. И всех нас Бог призывает к свободе, It is Jesus who makes us free, потому что Иисус освобождает людей. so that then we can live a life based on love. Вот тогда-то мы сможем жить, основываясь на любви. And we can know what love is, not only by looking at the life of Jesus, И мы сможем познать, что такое любовь, не только глядя на жизнь Христа, which is a perfect expression of God's law, который является совершенным воплощением закона Божьего. but we see the principles of love expressed in God's law as well. Но мы видим также, как Божья любовь проявлена в законе тоже самом. Look at what Jesus himself said. Давайте посмотрим, что сам Иисус сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». So many people think that freedom consists in not having any law. Итак, как мы сказали, многие считают, что свобода заключается в отсутствии всякого закона. And so they live their lives in slavery. И такие люди живут в рабстве, Because we will never be truly free until we live relationships of love. потому что мы никогда не будем по-настоящему свободны, если не будем строить свои взаимоотношения на любви. Until we accept God's great law of love Пока мы не примем в свою жизнь великий Божий закон любви, as the principles that should guide our lives. как те принципы, которыми должна наша жизнь And руководствоваться. then we will discover what it is to live the way that God wants us to И live. тогда мы поймем, как же Бог желает, чтобы мы жили. I want to finish by telling you a fable that has a very important moral lesson. Я расскажу вам в конце такую притчу, в которой есть хорошая мораль. Because it shows us and helps us to understand what true freedom is. Потому что эта притча, она помогает нам понять смысл истинной свободы. The freedom that only Jesus can give us. Той свободы, которую только Христос может нам дать. Well, the story is told about an American Indian warrior Но это притча об американском индейце, who one day was in the forest and he found an eagle's nest. который нашел орлиное гнездо. And in the nest he found an eagle egg. И там было яйцо орлиное. And the egg was warm, so he took the egg and took it home to his village. Оно было еще теплым, поэтому он отнес его домой. And he put the egg with some chicken eggs. И положил его с куриными яйцами. And the eagle egg hatched together with the chicken eggs. И когда их наседка сидела, то оно вылупился там, этот птенец, вместе с куриными яйцами. And the little eagle grew up with the chickens. И вот этот маленький орленок рос вместе с цыплятами. He did all the things that the chickens did. И вел себя, как эти цыплята. He scratched with his foot in the dirt, and he found worms and he ate them, and he thought, this is delicious. Ногой он ковырялся в грязи и находил там жуков, находил там червяков, ел их, и они ему нравились. And he clucked and made chicken noises, И он кудахтал, как куры. and he thought they were the best sounds ever. И ему казалось, что это
небесные звуки, наверное. And sometimes he would flap his wings furiously. Иногда он отчаянно махал крыльями. And he'd get 1.5, 2 meters off the ground. And he'd think it was wonderful. He was flying. И он взлетал на метр, может быть, на 2 метра над землей, и ему казалось, что он парит, он летает по-настоящему. Well, one day, when the eagle was very old, И вот когда уже этот орел состарился, he was out in the forest looking for worms. он снова был во дворе и ковырялся в земле. When he heard a sound in the heavens, И он услышал какой-то шум в небе. and he looked up, and this is what he saw. И вот он посмотрел вверх, и вот что увидел. Hanging with graceful majesty in the blue sky was this incredible creature. Там, высоко в небе, парило вот это великолепное создание. It soared with scarcely a beat of its wings on the currents of the air. Парило на потоках восходящего воздуха, практически не даже двигая крыльями. What a beautiful bird, said this eagle to his chicken neighbor. Какая прекрасная птица, сказал этот орел курице одной, которая рядом была. What is it? Что это такое? His chicken brother said. Ну, сказала эта курица. That is an eagle. It is Это- the chief of the birds. Это орел, это царь птиц. Don't give it a second thought. We can never be like that. Но, знаешь, можешь забыть об этом. Нам этого не суждено. And so the eagle never gave it a second thought. И так орел последовал совету, забыл. And it died thinking that it was a chicken. И умер, считая, что он курица. Because it didn't have the knowledge of its true freedom, of its true identity. Так и не узнав, кто он на самом деле, так и не узнав, что он свободен сделать что-то большее. And that is why Jesus tells us that he has given us his law. Вот почему Иисус говорит, что дал нам свой закон. So that with this knowledge we can live in a way that is truly free. Так, чтобы мы, имея это знание, могли жить как по-настоящему свободные люди. So that when we sin, we will know that we need a Savior and we will be close to him. Так, чтобы, согрешая, мы знали, понимали, что нам нужен Спаситель и стремились бы ближе быть с Ним. So that as we learn to keep it, we will be safe. Так, чтобы, научаясь соблюдать закон, мы бы оказались в большей безопасности. Because there is a danger, because sin is the transgression of the law. Потому что мы в опасности, потому что грех – это нарушение закона. And he has given us his law so that we may learn to live in loving ways. И Он дал нам свой закон, чтобы мы научились жить по любви. So that all of our relationships with God and with our fellow humanity will be based on love. Чтобы все наши взаимоотношения и с Богом, и с людьми, они были основаны на любви. And that, my friends, is true freedom. И вот это, мои дорогие друзья, и есть настоящая свобода. I'd like to thank you very much for your kind attention this evening. Большое вам спасибо за внимание. And I'd like to invite you to stand and we'll finish with prayer. Давайте мы окончим нашу встречу молитвой. Our Father in heaven, we thank you for Jesus Christ, Отче наш, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, because he came to show us what it is to truly live. потому что Он пришел, чтобы показать нам, как жить по-настоящему. And he lived a life of love, Он прожил жизнь любви. a life that fully manifested the principles of love that underlie your law. Жизнь, которая явила по-настоящему, полностью явила принцип любви, лежащий в основе Твоего закона. And we thank you for giving us your law so that we may be safe. Мы благодарны Тебе и за то, что Ты дал нам закон свой, который обеспечивает нашу безопасность, And to teach us who are far from you to come close. который учит нас, что нам нужно приближаться к Тебе.
And so as we come close to you, dear Father, we pray that the blessing of Jesus Christ will be on each one of us tonight. И мы хотим сблизиться с Тобой, Отче, и просим, чтобы Ты излил на нас благословение Свое. That we will know how to enjoy the freedom that Jesus has given us. Чтобы мы обрели свободу, которую хочет дать нам Христос. And that we will not be without knowledge, without love and without law. Чтобы мы не гибли в этом мире без знания, без закона и без любви. And now bless us and keep us safe until we meet again tomorrow. Благослови нас и сохрани до нашей следующей встречи завтра. In full confidence that we have forgiveness of sins because of the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Мы просим Тебя об этом со всей уверенностью в прощении грехов наших по благодати и из-за пролитой крови Христа. And we have salvation only because of His sacrifice. Уверенными будучи в том, что только благодаря Его жертве мы спасены. In His name, amen. Аминь. Дорогие друзья, великая радость наполняет наше сердце, когда мы выходим на эту сцену и видим вас здесь, в этом зале. Приглашаем вас завтра на нашу встречу, которая также будет в 18:30. Также хотелось бы сказать, те, кто не получил книги вчера, подойдите сегодня на регистрацию, вы сможете получить эти книги. До новых встреч! Мы ждем вас. До свидания. Просто